Грандиозное соглашение. Украинская армия вырывается вперед. Масштабный прорыв и приближение к победе. Послание Путину: НАТО идет на решительный шаг. Реакция Москвы последовала незамедлительно. Досмотрите. Самолет премьер-министра сделал вынужденную посадку из-за инцидента на борту. Что произошло и есть ли пострадавшие? Война переходит на улицы городов. В стране вводится чрезвычайное положение. Как надолго и что стало причиной? Громкое обвинение, допрос в парламенте, глава правительства должен оправдываться перед Илоном Маском? Что случилось? Об этих и других главных событиях утра четверга, 23 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Швеция готовит для Украины начало большой авиационной эры. Подписание письма о намерениях между Киевом и Стокгольмом открыло путь к масштабному оборонному соглашению, которое может стать крупнейшим в истории двусторонних отношений. Премьер-министр Швеции заявил, что документ предусматривает возможность поставки до 150 новейших истребителей Gripen серии И, а также создание долгосрочного промышленного партнерства между странами. Это означает большие возможности для воздушных сил Украины, также Швеции и нашей оборонной промышленности, но также для долгосрочного промышленного сотрудничества между Швецией и Украиной. Как вы уже знаете, и как президент Зеленский знает, даже лучше, чем кто-либо из вас, Швеция является одним из лучших, крупнейших военных доноров для Украины в общих цифрах. Производитель истребителей, шведская компания Saab, уже назвала проект историческим шансом для совместного развития с украинскими предприятиями. Gripen И — это многоцелевой истребитель последнего поколения, рассчитанный на противодействие современным системам ПВО. Его стоимость оценивается примерно в $85 миллионов за единицу. Париж намекнул, встреча Зеленского с Трампом не принесла результатов, но Москва внезапно предложила новые переговоры. Официальная представительница французского правительства заявила, что недавняя встреча президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме подталкивает к новым решениям. Встреча президента Зеленского в Белом доме оказалась неудовлетворительной. Тем не менее, именно перспектива поставок Украине ракет «Томагавк» подтолкнула Россию к возобновлению контактов с Соединенными Штатами и к предложению о новой двусторонней встрече с Украиной в Будапеште. Давление должно продолжать усиливаться, чтобы Владимир Путин согласился на немедленное прекращение огня вдоль линии соприкосновения. Это должно стать отправной точкой для любых переговоров. Но, по ее словам, именно после обсуждения возможных поставок западного оружия Москва неожиданно предложила провести новую двустороннюю встречу в Будапеште. Министр Жан-Ноэль Барро подчеркнул, международное давление на Кремль должно усиливаться, пока Путин не согласится на немедленное прекращение огня вдоль линии фронта. НАТО раскрывает ядерные секреты. Альянс впервые допустил журналистов на ядерные учения Steadfast Noon. Демонстрация силы проходит на фоне напряженности с Россией. На авиабазе Фолькель на юге Нидерландов проходят ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon. В них участвуют около 70 истребителей из 13 стран Альянса и около 2000 военнослужащих, сообщает об этом нидерландское издание НОС. Командующий авиацией Нидерландов Марсель ван Эгмонд заявил, что миссия таких учений — дать понять, что Альянс готов применить ядерное оружие, если это потребуется. Ядерная миссия заключается в том, чтобы донести послание. В случае необходимости мы действительно готовы применить ядерное оружие, тем самым обеспечивая сдерживание. Если хочешь сдерживать, нужно быть хорошо подготовленным и демонстрировать свои возможности. Только тогда противник поверит тебе и подумает дважды, а то и трижды. Учения продлятся до пятницы. Их основной целью официально называют повышение уровня взаимодействия и готовности союзников, но, как отмечают медиа, неофициально все понимают, против кого отрабатываются сценарии. Москва устроила внезапную демонстрацию силы. Утром 22 октября Россия провела внеплановую тренировку стратегических ядерных сил. В маневрах участвовали все элементы ядерной триады: межконтинентальные ракеты «Ярс», подлодка «Брянск» с ракетами из Баренцева моря и стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Лично за ходом учений наблюдал, конечно же, Владимир Путин. Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня у нас хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны.
Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово начальнику генерального штаба. В то же время армия наносила серию массированных ударов по украинской энергосистеме. В Минобороны РФ заявили, что применяли высокоточное оружие и дроны, и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В Украине сообщали о пожарах, взрывах и отключении света сразу в нескольких областях, а также об атаке на детский сад в Харькове. Мы говорили об этом с вами в прошлом выпуске. В Москве учения называют плановой проверкой готовности, но их совпадение с фактическим срывом переговоров в Будапеште и очередной атакой на Украину выглядит как показательная демонстрация. Премьер-министр на допросе. Скандал разгорелся с новой силой. Под жестким давлением оказался Кир Стармер. Ему устроили настоящий допрос из-за так называемых grooming gangs, преступных сетей, десятилетиями занимавшихся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Тема вновь взлетела на первые полосы после того, как Илон Маск публично обвинил Стармера в бездействии, когда тот возглавлял прокуратуру Англии и Уэльса. Миллиардер заявил, что премьер-министр прикрывал преступников, а Стармер ответил, что это лживая и циничная атака. Мы стараемся все сделать правильно, чтобы расследование ставило пострадавших в центр. У каждого пострадавшего своя тяжелая история, свои взгляды. Я хочу, чтобы расследование было правдивым и ориентированным на пострадавших. Это непростая работа, но я намерен довести ее до конца и сделать как надо. Во время парламентских дебатов лидер оппозиции Кэми Баденох процитировала слова одной из жертв, недавно покинувшей Национальную комиссию по расследованию. «Какой смысл говорить правду, если нас все равно называют лжецами?» Конец цитаты. Стармер пообещал довести расследование до конца и подчеркнул, что его партия сделала для борьбы с насилием больше, чем консерваторы за 14 лет. Напомним, в 2014 году расследование показало, что в Роттераме, это на севере Англии, не менее 1400 детей подверглись насилию в период с 1997 по 2013 год. Большинство преступников, по данным отчета, были выходцами из пакистанской общины. Местные власти и полиция, опасаясь обвинений в расизме, годами игнорировали происходящее. Чрезвычайное положение по всей стране. Армия выйдет на улицы столицы из-за всплеска преступности. Временный президент Перу объявил 30-дневное чрезвычайное положение в столице страны Лиме и соседней провинции Кальяо. Решение принято из-за всплеска преступности и уличных беспорядков. Об этом пишут перуанские медиа. В Москве придумали, что делать с резервистами, которых в предыдущем эпизоде сериала разрешили забирать в армию. Их будут ставить на охрану всех важных объектов, но в боевых действиях они, конечно же, участие принимать не будут. Важно не путать резервистов с контрактниками, действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты – это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Интересная уловка, ведь важные объекты могут быть и на территории Украины, оккупированной территории. Словом, похоже, что Москва готовит почву к полноценной мобилизации, только называть это таким словом пока не планируют. Аварийная посадка самолета премьер-министра. Происшествие на борту. Пострадал член экипажа. Самолет премьер-министра Австралии был вынужден экстренно приземлиться в американском штате Миссури. Как сообщает Seven News Australia, из верхнего багажного отсека выпал чемодан и ударил по голове одного из членов экипажа королевских ВВС Австралии. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Инцидент произошел вскоре после взлета, и пилот принял решение срочно возвращаться на землю. Сам Албанезе, премьер-министр Австралии, направлялся домой после визита в США, где встречался с президентом США Дональдом Трампом. Авария с жуткой иронией. Легковушка на встречке врезалась в катафалк. Водитель погиб на месте. Смертельное ДТП с почти мистическим подтекстом произошло в Башкортостане. На трассе возле Месягутова легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной ритуальной службы. По данным ГИБДД, 50-летний водитель легковушки погиб мгновенно. Машина ритуальщиков, та самая, что возит мертвых, в этот раз оказалась свидетелем чужой гибели. На опубликованных кадрах искореженный кузов, выбитые стекла и обломки по всей дороге. Полиция выясняет, почему водитель выехал на встречку, но само совпадение уже заставляет многих говорить, смерть приехала раньше, чем планировалось.
Порно побеждает в Польше. Суд признал эротическое шоу искусством. Польский Верховный административный суд вынес неожиданное решение. Авторские эротические спектакли могут считаться формой художественного творчества. А значит, такие перформансы – культурная услуга, освобожденная от уплаты НДС. Поводом стало обращение мужчины, который собирался проводить онлайн-шоу эротического характера и заявил, что это не порнография, а живые постановки, где он выступает режиссером, сценаристом, хореографом и актером одновременно. Налоговики сначала отказали, посчитав его проект развлекательным, а не культурным, но суд с этим не согласился. Культурная деятельность не обязана иметь высокую миссию. Эротика – часть человеческих отношений, и если шоу не нарушает закон и не сводится к возбуждению зрителя, оно может быть признано искусством. Теперь мужчина сможет получать оплату токенами с онлайн-платформы, обменивать их на злоты и без кассового аппарата. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.